Добрый день. Из Германии пришли печальные новости. Скончался Гельмут Коль. Вы были с ним знакомы? Какие у вас остались о нем впечатления? И какой он вклад, на ваш взгляд, внес вообще в мировую европейскую политику? Я был знаком с ним с начала 90-х годов. Первый раз так обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром как раз Петербурга Анатолием Александровичем Собчаком. Он пригласил его к себе в резиденцию. Правительство ФРГ тогда еще находилось в Бонне. И потом было несколько встреч, уже неоднократно мы с ним встречались в разных качествах. На меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление, очень сильное. Я увидел перед собой глубокого, мыслящего человека, который живет не от выборов до выборов, хотя и это, наверное, было для него важно, но он думает на перспективу весьма отдаленную, причем думает очень основательно, глубоко, основываясь на знаниях и на своем собственном опыте государственного деятеля одной из крупнейших европейских стран. Должен сказать даже больше. Его взгляд на взаимоотношения, на будущее взаимоотношения России и Германии, России и всей Европы произвели не только на меня большое впечатление, но в значительной степени, даже без преувеличения скажу, в какой-то степени изменили мой собственный взгляд на вот эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и очень основательного в своих суждениях человека. Вот, к сожалению, не все пока реализуется из того, о чем он мечтал и говорил, но я уверен абсолютно, что анализ его является правильным, и на европейском, или, можно сказать, на евразийском континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас вообще ни у кого не будет будущего, ни у Европы, ни у России. Он говорил о том, что если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем силы не только военной, а и экономической, культурной, то тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе. И я с ним полностью согласен. Ну, вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы. Нужно, чтобы готовы были наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого. Вот Коль как раз и призывал всех избавиться от этих фобий, смотреть в будущее, вперед. Очень жаль, что он ушел из жизни. Он приезжал уже не как канцлер, приезжал ко мне просто в гости и в Сочи, и в Москву. Мы с ним достаточно долго беседовали с глазу на глаз. Меня удивляла всегда его откровенность и глубина подходов, глубина взглядов на международные отношения в целом и на российско-ЕСовские отношения, на российско-европейские отношения в частности. Я приношу соболезнования близким Гельмута Коля, немецкому народу. И очень, еще раз хочу подчеркнуть, очень рассчитываю на то, что идеи, о которых он говорил и которые формулировал, будут реализовываться в будущем. Гельмут Коль считал, что холодная война закончена, что им с Горбачевым удалось это сделать. Он ошибся в этом? Нет, не ошибся. У нас ведь всегда все процессы происходят как маятник в одну и в другую сторону. Ну, сейчас немножко маятник качнулся в сторону похолодания, но я уверен, неизбежно все придет в нужное равновесие. Мы будем объединять усилия для борьбы с вызовами сегодняшнего дня, и только так мы сможем их преодолеть. Если можно, последний вопрос по поводу субботы, вечера, футбола. Как ваши впечатления, как Россия готова к Кубку Конфедерации, к чемпионату мира, с учетом того, что самые разные говорили вещи до этого, что мы не справимся, что нужно отобрать это право. Вот сейчас господин Инфантино в разговоре с нами сказал, что впечатлен очень атмосферой и всем остальным. Как у вас впечатление? Россия справилась? Я не сомневаюсь, что Россия справится. И сомнений даже никаких нет. Мы справлялись и с более сложными задачами. Перед нами с точки зрения организации стоит задача обеспечить очень открытое, и ясное и доброжелательное отношение ко всем, кто приедет в Россию, с понятными целями, создать для всех любителей футбола во всем мире достойный праздник. Уверен, что это у нас получится. Ну а как будет играть наша сборная, тоже мы
посмотрим в самое ближайшее время. Будем надеяться и на ребят, на спортсменов, на их мужество, на их настойчивость, на их профессионализм, на тренерский состав, на всю нашу большую расширенную команду специалистов. Спасибо большое.